Текст. Сейчас бы еще вспомнить, на чем мы остановились-то. Вышли с лифта и пошли куда-то. Так, это у меня полная. Так. Так, еще один канал. Да, что бы вспомнить этот. Не, подожди, Хельхейм это смерть. Нифельхейм. Dr. Lisa Svensson, day 89 of the N527 excavations. During the expansion of N527, several remains of the natives were uncovered. This was the first time any of us could get close to any of these violent and immense creatures. Analysis of the ice surrounding the remains proves that they have been here for well over 400,000 years. This means that they existed even before the woolly mammoth. What is even more fascinating is that they seem to have changed very little within the last hundreds of thousands of years. Like evolution is on a standstill in this world. We didn't expect this, and we have to conduct research around these remains. I would like properly educated staff to be added to our ranks so we can uncover the history of these violent creatures. Dr. Lisa Svensson, N527. Так, чуть-чуть еще вот так вот сделаю. Ну да, это Нифельхейм.
Рука чья-то. Опять открытая местность. О, нет, закрытая. Чё это? Это голова? Ну да, вот нос. Да, это голова великана. Сейчас его товарищ проснется, да? Точнее, придет. Так, еще одна ячейка. Сколько у меня вообще их? 2 заряда. Там вот что-то интересное. А здесь вот что? А, здесь ванны. Где ты? Да, где-то за стенкой, что ли? Ну да, где-то там за стенкой. Dr. Brian Roberts, Niflheim Operations Supervisor. Progress report on Niflheim Outpost N527. Our latest addition to the N527 management, in the form of Dr. Lisa Svensson, has been very challenging. On arrival, she exhibited clear signs of depression, which had a major impact on staff morale and became a safety concern. I found out that she was involved in some form of accident, but I can find no records of such an accident. I believe she is telling the truth. In the future, I, the supervisor of Niflheim operations, can't be kept in the dark about such matters. However, after the uncovering of the native remains, Dr. Svensson has resumed her work within management and is starting to become a major asset to N527. Please disregard all prior transfer requests of Dr. Lisa Svensson from the N527 outpost. Ну, понятно, что все здесь были удручены всем этим.
Что, закрыто? I want to go home. It was decided that my skills was of better use at Outpost N527, and I've spent a week in this freaking icebox. I miss my family. It wasn't even my fault. I told them the artifacts were dangerous. Poor Josephine. Сейчас восстановится. Ну да, здесь проход был. А, не, подожди, это я через верх прошел. Ай. Это в соседней комнате что-то лежит. А, тут 5-й должен быть. У меня 5-го нету. Ну, голова, по крайней мере, на месте. Ой, блядь, не нравится мне этот проход. Ну да, вон какой красавчик лежит. Дай твою мать. Почему в играх не делают такое, что можно зафиксировать мышку в этом окне только? Ух ты, блядь. Они тут спят. Да. Он нос. Кто-то храпит. И вот этот вот храпит.
Блять, еще бы видеть что-нибудь в радиусе метра, блин. Тихо нахуй, не храпи, блядь. Это просто проход за коллекционкой. А мне вот туда надо. Но если я правильно понимаю, надо подальше от него держаться. Блять, и он как назло проснется, да? Сука. Тихо, тихо. Ну, он неплохо так храпит. Ух ты, блядь. И он же не ушел никуда. Кто-то проснулся, походу. Давай, ломай крышу опять. Сука, опять не... Ой, ладно, пошли.
Да, вон он стоит, блядь. Блядь, а прижаться-то не дают. Этот-то спит, походу. Он еще один спит. Да, спит. Ух ты, блядь. Смотри, какие зубки. Это рука чья-то? Блядь, это его рука. Что вы мне предлагаете у него по руке пройти? Ну да, это его рука. Но он вроде спит. Тут, кстати, где-то еще один. Вон он. Блять, его В смысле, блядь, ты чё проснулся? Блять, ётуны, а.
Блять, вы чё разом-то проснулись все? У тебя рук, что ли, нету? Все, кто попадают под взгляд, каменеют. Молодцы. Что это, врата? А, это второй ключ. Это так и должно было? Пёсик, ты куда меня тащишь? Пёсик. А, это вот пёсик, про которого тогда рассказывали, который, блядь, это... привязался, блядь, к ребенку внутри женщины. Henrik? Sarah? Can you hear me? Timing is a little bit bad. Do you have the key? I got it, but I have to tell you Just that... insert the artifact key into the tablet and hurry back here. There's something we want to show you. Спасибо, это однозначно, что помог. Mythology research, note 2. Me and Henrik delved into the carvings and historical material recovered from Asgard. It depicts a lot of
of the events that we have represented in the book The Younger Edda, but some written stories seem to be minor versions of the true events. Something that really catches my attention is the final story of the trickster Loki. The story depicts a prank where Loki has the blind Hoder fling a spear against the immortal Baldur. The blind brother didn't know that the spear was tipped with mistletoe and accidentally ended the life of Baldur. The real aftermath of this prank is very different in comparison to the ones in the Edda. Apparently, the vengeful gods went on a killing spree, ending the sons and daughter of Loki, only to eventually have him imprisoned forever. These stories keep getting worse and worse. Ну да, в принципе, все эти товарищи были достаточно кровожадными. Ну, Локи, в принципе, сам виноват. Lots of difficulties maneuvering the other 8 worlds of Yggdrasil to find the artifacts that we need. That is, until now. Henrik found out that magical beings can see on a spectrum that is invisible to mere mortals. And with artifacts and knowledge brought home from Valheim, Henrik has managed to infuse this magic into an augmented reality implant, making the spectrum visible to the user. And this is an amazing leap forward to unlock the secrets that these worlds are holding from us. Товарищи вот эти вот. А, 5-го у меня нету. У меня только 4. Ну сюда нельзя. Вот 4-й у меня есть. Картина. Это в соседнем помещении. Ну ладно. Так, ну он ходит туда-сюда. Внизу музыка, блядь, какая-то играет. Точнее, радио. 3-й.
researcher Yang, Note 12. I had heard much about Borcorp before attending the first interviews. Most of it mixed, as is usually the case of enterprises built around the ideas of single, eccentric individuals. But the way people spoke about it, it sounded more like some idealistic crusade rather than a scientific excursion. Perhaps that's why I took the job, to begin with. To disprove the pseudoscience proposed by others working on the logical puzzle that is the Apsulov. From the beginning, I have treated this as a natural phenomena, and I will not simply believe. In time, we'll find an explanation for the Apsulov's existence. And by then, I hope the fools spouting paganistic nonsense will be a long way from here. Прикольная шкатулочка. Где он, блядь? А вон он идет. Он развернулся обратно, пошел. Блять, 7-й. Ну ладно. Apsulov research. Надо еще по низу обойти все, посмотреть. Apsulov research. Пятого у меня нету. Researcher Yang, Note 40. The Apsulov containment facility has grown in equal proportions to the discoveries made during the last few months. The various spatial phenomena occurring in the vicinity of the Apsulov are astounding, and the materials excavated are just... they're alien in nature and most likely dangerous. And I keep wondering about Dr. Henrik Anderson's intentions. It's clear he's looking for something. At first I figured it to be a religious reasoning behind his actions. But when I came across a schedule for the facility, I noticed how Anderson has apparently moved his own daughter into one of the advanced care units. He's planning something. I want to find out what. То есть вот этот Хендрик не очень такой, как бы чистенький на руку, товарищ. Блять, одна ячейка осталась. Подзарядиться-то негде. Хотя нет. Тут домова-то дохерища еще.
5. Третий. Ну, поехали к Хендрику. Floor 1, Apsulov Research. А подожди, у меня же 4 есть. Basement 1, Waste Disposal. У меня же есть 4. Floor 3, Apsulov Research. Я же получил на 4 уровень доступа. Блять, хорошо, я подзаряжу, только вы мне скажите, откуда? Это чей меч? Это, наверное, меч слепого вот этого чувака. Так, здесь 7, значит, я могу забрать. The machine. Something entered our world and it's speaking to us from the machines. The conversations among the crew are turning into fanatic gibberish. They're talking about higher beings from beyond the roots, about eternal life and ascension through the knowledge of the spirit in the machine. I fear what might come out of this. Так, понятно, кто-то с ними там разговаривал. Так, здесь я не пройду, окей. Но здесь тем более. Так, откуда я пришел? Floor 3, Apsulov Research. Ну, мне осталось 5 доступ. Basement 1, Waste Disposal.
А, здесь у меня на подзарядку-то нет ничего. Ну да. О. Relax. Just relax. There's something I want to show you. Something you need to see. Гандон. Что это, блядь? Да ты меня гнида засунул. Что он задумал вообще? Чё это? Что за портал? Мне больше интересно, что за чувак был. Просто если что, я сейчас могу дать дёру. Сигануть нахер в этот центр. Твич, ты почему соединение разорвал? Не знаю, вроде в принципе стрим-то идет же. Странно. Ну, пошли прыгнем в центр. Sarah, you were right. Tell me,
Did you see him? Did you see the spirit from the machine? What the hell did you do? Don't you see? You killed me! You have direct access to the spirit's lair. None of us can reach it but you. You can go there anytime you want. Did you have the Jangreper with you? Yes! You can even bring things with you? Oh, fantastic! I believe that the ether that you just came from is the home of the spirit from the machine. I believe that this spirit is Loki. Wait a minute, honey. You can't just assume that. We don't know. You are crazy! I've had enough of this! No, please, listen to me. I'm sorry Henrik did that to you. We knew perfectly fine that it wasn't going to kill you, and it wasn't like we could ask you to die for us. I'm not a test subject. You can't kill me for some damn experiment! I promise. I'm sorry. Please don't let the world end. Sarah, tell her what you told me before. Beneath the shadow of Yggdrasil, in the well of wisdom, is where the final artifact key can be recovered. In the depth, under the tree of all things. But that is not all it holds. On your way to the depth, you should be able to recover another artifact, the Eye of Odin. When you die, you have to find orbs before you can return, correct? I do. If you activate the Eye of Odin on those orbs, then you will touch them with divine magic. Then, placing them in the keyholes won't just let you pass back to Midgard. It will let you destroy the ether with a spirit left inside. We just need to find a route leading to the well. I know of one. What? I'm sorry I didn't tell you, Sarah. Before I got in contact with you again, I found the well. When I did, I thought I could fix all of this. And just like the All-Father Odin, I sacrificed my eye for wisdom. Oh, Henrik. It didn't work. The route that leads to the well is underneath us, in the waste treatment plant. Scan my hand, and you'll gain access to it through the elevator. Вот сука. That should do it. Head down to the waste treatment plant. It should be a straight path from there. Good luck. And be careful down there. Never let the lights go out. In the worst case scenario, you always have the Jangreper. Вот ты сука. Вот ты падла, блядь. Пошли вернемся, блядь. Там много еще. На пятерочку можно было открыть. Так, возвращаемся на первый этаж. Apsulov research. Anderson has tasked me with the assignment to research Helheim, the realm of the dead. The realm of the dead used to be under the control of the goddess Hel, but according to Dr. Anderson, Hel was murdered on her throne a long time ago. According to texts found in Svartalfheim, Helheim has been rotting away since the departure of its righteous ruler. A new creature has emerged called Keepers of Helheim that has been feeding on the souls of the dead for hundreds of years. Is this what happens when we die? We become food. Все-таки, когда я первую часть называл Асгард оставил нас, это вот скорее всего так и есть, что боги ушли. Ну, либо их правление закончилось.
Ну вот, постой пока. Я быстренько тут пробегусь в этих частях. Это я открыл. Наверху я 5 уровней не помню. А вот 5. А это, похоже, про его ребенка имеется в виду, которого он в терапию сбагрил. Придурок. Да, открой ты дверь. Ну, блядь, этот Хендерсон, блядь. Он по-любому что-то, сука, знает. Тварина. Взял еще чуть не задушил, блядь. Ну, поехали на последний этаж. Так, ну, в принципе, на поверхности мы были. Здесь мы проходили. Это изучил. Свалка был. Осталась система переработки. Don't use the Eye of Odin until the last Apsulov key is inserted. Не используйте около Одина, пока не вставите ключ в Апсулов. Очень, блядь, интересно. Умный товарищ, блядь. И, кстати, а где наш пёсель? Это что? А, блядь, это Ванахейм. Блин, ну... Они бы могли реализовать гораздо интереснее, взяли бы они этот Муспельхейм. Кто, блядь? Ванахейм, конечно, интересный, но, блин... Ванахейм, он славился своими лесами. Ну да, и как бы этими существами, да. Крутой чат, что у тебя, блядь, происходит? Почему ты постоянно с Твичом соединение теряешь, блядь? Я тебя перезапускать не буду. Если что, у меня Твич открыт. Так, еще одна ячейка. Да, я почти на нуле хожу. Да. На 2 штучки хотя бы залежу. Твою мать, блядь. Что это за слизняк? Кто ты? Ты меня сожраль? А, нет, ты меня не сожрали. Ты меня к своим яйцам притащили. Как бы спасибо, но я не подножный корм. Твою мать, сколько у тебя тут яиц-то, блядь? Блядь, здесь по краю пройду, задену.
Ну, у меня уже кого-то сожрали. Кого-то обсосали. Чё ты, блядь, издеваешься? Хочешь сказать, что я не заберусь сюда? У меня маленький вопрос. Кто ты? Блядь, вот это вот самое печальное, что ты не видишь, что это. Куда ты идешь, куда ты ползешь? Надо ли мне вот сюда вот, допустим, заходить? Как я вот это вот не люблю, блин. Темнота, в которой не видно нихуя, блин. Абсолютно. Ну, выскочит какой-нибудь глист, меня сожрет, блядь. Ну, окей. Ну, вздрогну я. Хорошо. А, это ты типа меня специально, да, сюда сейчас ведешь, блин, и разложу вот эти ячейки? Да хватит, блядь, надо мной ползать. А, нет, это сумка чья-то. Блядь, ну давай. Dr. Thomas Jameson, Йодлинский. Jotunheim Operations Supervisor, Day 3. We've been working around the clock the last 3 days to set up a lift to reach the bottom of the pit with the proper equipment. Dr. Anderson claimed that this giant hole in the ground is the well of wisdom from the myth. The remnants of the prior guardian seems to confirm that suspicion. We're setting up the elevator to get further into the pit, but I've got a bad feeling about this. Ну, понятно. I think I saw something move down there. Something big. Ой, понятно. Тут какая-то, значит, супер-пупер-мега-глиста обитает. Подожди, вот ты меня специально ведешь этими штучками? Или нет? Мне кажется, специально. Хватит, сука, надо мной ползать. Ты либо покажи себя, либо свали нахер, блядь. Бля, я привык по краю. Я лучше по краешку схожу. Слева где-то вода, кто-то там булькает. Ты у нас кто? 6-й уровень доступа. Блять, опять эти яйца. Бля, я не хочу в воду идти. Так, пуль ты там шепчешь, бля. Все равно я тебя не вижу. Блять, ну тут яиц дохерища, я так понимаю. Очень плодовитое создание, походу. Ну, блядь, я же сказал, что это эти... Что глисты, блин. Блять, можно вот так вот, конечно, все это светить. Подсвечивать. Ну, блин, постоянно включать-выключать это бредятина. Так, там проход.
И нахер. Блять, идите в жопу, а. Я просто убегу от вас. Просто убегу. А вот тут, походу, блин, ну, если я упаду, будет смертельно. Так, ну я же здесь не допрыгнул. Хотя... Что-то большое. Конечно, что-то большое, блин. Мне почему-то... Ну, не может быть это... Как он его назвал? Йотунхейм. Не может быть это Йотуном. Хотя... Огромные деревья, огромные грибы. То есть все огромное. В принципе, Йотуны, они сами по себе были огромные. Я же говорю, меня кто-то куда-то завлекает. Либо это специально разрабами оставленное. Чтоб я не потерялся в этих... В этой тьме таракани, блядь. Но нам показали, что здесь глисты обитают. Которые охотятся за мной. Ну да. Где-то я, по-моему, видел игру, которая вот тоже основывалась там. В руке какая-то херь, типа с ней ходишь и просвечиваешь вот эти все выступы. Обходы, проходы, скалы, блядь. Во-во-во, идите нахер отсюда. Мне вот сюда надо. Наверное. В случае чего мне никто не мешает дать дёру. Бежать просто куда глаза глядят. Точнее, глаза никуда вообще не глядят, но... Пиздец, как все темно. На стриме там вообще ни хера не видно, походу. Кроме вот этого вот подсвеченного пятна внизу. Так, сейчас постою. О, блядь, здрасте. Пиявки. Сколько вас тут? 5? Чё так мало? А, ну вы, блядь, тут рядом с выводком обитаете. Тогда понятно. Кто-то уже вылупился. Противно, блядь, все это. Мне не столь интересуют эти пиявки мелкие, блядь. Сколько меня интересует их мамаша. Я так понимаю, эта мамаша была тем, кто меня скинул, собственно, в этот колодец, блядь. И у меня резонный вопрос.
Если я в колодце, блядь. Прям... Жопа в каком глубоком. Куда я иду? Блядь, здоровый туннель. Я ее сейчас встречу, да? Здрасте. У меня, блядь, такое ощущение, что я сейчас ее точно встречу. Я обосрусь от страха. А, тут можно по стенке лазить. Ну окей, я по стене полезу. Ну нет, там вон свет в конце туннеля есть. Да, постоим. Постоим, отрегеним что-нибудь. Ну там, по крайней мере, свет есть какой-то. Какой-никакой. Ну, вот эти вот, видишь, продольные, блядь. Или поперечные, или как они называются. Вот у меня такое маленькое подозрение. Так, ну это корень Игдрасиля. У меня такое подозрение, что вот это и есть та тварь. Что он сказал? Не активировать око, пока не возьмете ключ. Ой. Ну я же сказал. Понятно. Бежим. Оп, нахуй перепрыгнул. Покажите их мамашу. Ну, слышь, она так-то нехерово меня утащила. То есть она отсюда меня утараканила куда-то вглубь. Но у меня реально как бы такое ощущение, что по игре, по лору имеется в виду, что боги ушли. Что нету ни Одина, ни Тора, ни Локи, чтобы вот со всей этой херней справиться. Что есть какой-то Апсулов. Но опять же, Апсулов — это вот эта статуя, и там дух внутри этого Апсулова. Он, скорее всего, сам по себе жаждет смерти. Ну, в смысле смерти богов. Всех. Потому что Апсулов создал этот великан. Sarah? What's going on? You're back. I've lost connection with Henrik. I think the spirit is taking control of the base again. Please, insert the key into the Apsulov tablet and finish this. Apsulov research. Подожди, а я шестой где-нибудь находил? Шестерочку. Я находил, по-моему, только семерочку. Так, ну у меня вроде на один заряд этому чуваку есть, если что. Пятый. Что его все больше и больше пожирают корни.
Второй. Вот здесь пароль я не в курсе. Его знает по-любому этот Хенрик. Так, это проход туда, это в Нифельхейм, по-моему. Да заебал ты меня уже остановить. Да, блядь. Вот сука. У него рука. Я почему его не стал нахерачить? У него на руке метка. Мне еще 2 метки надо для полного счастья. Твою мать. Ну давай, иди сюда, говнюк. Заебал ты меня, честно. Блять, успел. 7, во. Где я 7 увидел? Вот 7. Мне бы в лучшем случае сходить к этому. К молотку. И подзарядиться. А ну хотя у меня 12, я могу зарядиться сам. Что это? Куда это? Ты меня не заберешь, да? Куда? Ну ладно. Я думаю, хоть Муспельхейм покажут, нет? Здрасте. 6, по-моему, нужно был там вот внизу пройти. Сейчас я вниз бегаю, сохранюсь. Здесь у меня все открыто по бокам. Хер с тобой, пошли, вставим. Заебись. Вы не смогли... Это вот, кстати, первая смерть. Я просто даже не понял, что происходит. Тогда сейчас понятно. Сейчас надо просто, блин... Как я там появлюсь, надо просто драпать. Где-то. Ах, он сука.
О, блядь, здорово. Пиздук. Пошли побегаем. Я не боюсь тебя. Я тебя абсолютно не боюсь, вообще никак. Иди сюда. Заходи. Пошли со мной. Идешь? Давай с тобой покружимся в танце. Иди сюда. Заходи. Заходи, заходи, дорогой. Так. Опа. Ока Одина? Ага. А ты что, сука, боишься его? Ты его боишься? Ты боишься Ока Одина? Иди сюда. Так, тот шарик я пометил. Пошли, пошли, пошли. Идем по кругу с тобой. Да. Все, ты сейчас по сути по кругу должен прийти ко мне. Я так надеюсь. Да. Извините. Делаем еще круг. Ты нихуя не страшный, блядь, товарищ. Абсолютно, блядь. То, что ты вот ходишь за мной, яйцами трясешь, блядь, мне абсолютно не интересно. Где, блядь, мое яйцо? Где мое яйцо, говорю? Где? Где я его не донес? Я забрал отсюда, вот. Где ты? А, ты меня потерял. Как бы и хуй на тебя. Free! Finally, I can touch this world without the help of disgusting machines. And all of this, thanks to you. You should have seen the face of Dr. Anderson when I told him about his dead wife. Using her voice, easily manipulated fool. 9 keys to lock the gate. No, 9 keys to remove the gate. Returning the universe to the states before the gods closed it to everyone but them. Ах ты сука. You even handed me the eye, the last key to my liberation.
Крысе. Stupid creature was useless from the start. You think I don't know all of your little party tricks? I've been watching you from the very beginning. Nothing eludes me. You have outstage. Еще и руку оторвал. You have played all your cards. All of it a complete and utter failure. And this time, my prison won't save you. Это Хельхейм? Походу... Да, это Хельхейм. Это он. Здорово, ты здесь? Как? Что с тобой случилось? Блять, мне вот руку оторвали и ёбнули. Опять же, судя по мифологии, врата должны быть открыты. Если Хельхейм нормально работает. Этот, ну, короче, это аналогия ада, реки Стикса, что ли. И типа, когда двери закрыты, то души не могут пройти на ту сторону. И, соответственно, в Вальхалу не могут. А, нет, могут, походу. Покиньте королевство нежити. Так, как мне его покинуть? А, вон. То есть, получается, Хель все-таки погибла. Умерла. Ну или исчезла. Хель это, ну, вкратце, это мадама, которая заведует этим местом. Королева, блин. Если так вольно называть. Ну и Хельхейм как бы в ее честь назван. Королева Хель. Это типа меня сейчас туда запустит? Но мне тут... Блядь, давай протестим. А нет, это просто огонь. Я думал, это этот аналог прыжков. А у него, кстати, ничего, такой план был. Интересный. Блять, опять вы. Это ж вы мне тогда руку оторвали. Да не визжи ты, блядь. Налево пойдешь, смерть свою найдешь, направо пойдешь, любовь свою отыщешь. Или как там было? Но у меня нету ни зрения, ни оружия, вообще ничего.
Красивые, да, паучки? Потихонечку, помаленечку. Потому что, сука, тут этих пауков, бля. Что, сейчас будет какой-то мега здоровый паук, да? Блять, я понял, что это за противный звук. Это когда зубами кто-то скрежет. Все не мог вспомнить, откуда я этот звук знаю. Я лучше аккуратненько, ползком. По стелсу, безопасней. Блять, а вот без зрения это плохо. Какой же, блядь, противный звук. О, сука! Бежите, твари, блядь. Ай. То есть это вы типа меня подгоняете, да? Быстрее, быстрее. Ну давай, быстрее, так быстрее, блядь. Да. Чё стоишь, чел? Сейчас мы выберемся, мы, скорее всего, на это нахуярим этому придурку. Research, Note 7. The gods have blessed us with a new discovery. The blood of Loki seems to be the key to immortality. It is said to have magical healing capabilities. This is great news. Soon, the grasp of sickness will be lifted from you. Да, понятно, они, короче, помешались. Но у меня нету нихуя.
рука. Рука у меня на месте? Да. Вот, блядь. Понятно. А вы-то здесь, блядь, каким макаром? Тоже приперлись из Хельхейма? В принципе-то да. Они оттуда и приперлись вместе со мной. 8-й ключ, блядь. Там вон эта херь. У меня больше ничего нет. Что, я сейчас должен все круги ада пройти? Что это активировать? Я пока не хочу ничего активировать. Надо вначале собрать все, что здесь есть. Это мне, скорее всего, дают, чтобы руку зарядить потом. В принципе, все. Давай активируем. А, блядь, это этаж. Метров. Что-то даже слишком легко.
Что-то не помню этого места. Зарядка для руки. Mythology research, note 8. This will be the last note for a while. A lot of things have happened, and we did some research on the god of mischief, Loki, in note 2. The myth tells the story of the mischievous god Loki being locked underground forever, with acid slowly dripping on his flesh. But there seems to be more. To make sure that Loki could never deceive anyone ever again with his shapeshifting, a mask was melted onto his skin with powerful magic to ruin the attractive face Loki was so fond of. The mask would not only make sure that if the shapeshifting god would ever escape his imprisonment, he could be recognized, it would also start interfering with the shapeshifting itself. It would cause Loki to lose control of his form, to stop him from purposefully taking any specific shape or form, effectively ending his days of deception. Неплохо придумали. Песика жалко. Песик помогал, блин. Я знаю этот проход. Да, я знаю этот проход. Он был закрыт. Я попросту не мог сюда пробраться. Чё, я не могу за рукой сбегать? Это я? А, ну да, он же мне бошку оторвал. Я же из Хельхима вернулась. Типа. Пёсель, блядь. Жалко пёселя. Пускай он некрасивый был, но он помогал. Apsulov research. Basement 1, waste disposal. Вот тоже я дал пророчащее название на этот, на стрим. В принципе, оно так и есть. Они сами во всем в этом виноваты. Нехуй было лезть куда не следует. Блять, я думал, труп чей-то. I didn't finish it. I'm so sorry. I couldn't finish it. You have to run. Run away. Henrik! You're back. It cannot be.
You must... Did Loki do this to you? Oh, Loki. He will pay. I swear to it. A soul stone. You have to bring one of them here. There's one in the room across. А, он сейчас возродится. Henrik! I found it! Henrik! Henrik! Hold it out for me. Yes. No. No longer will I be contained. No. No longer feel this constant pain. Henrik? My dearest Sarah. She's dead. Loki. That sadistic fucker used the voice of my dead wife to make me do this dirt. Collecting the artifact piece and getting the Eye of Odin. It was all that he wanted. And I blindly did his work for him. We have to try to undo this. I'm sorry that I have to ask this from you, but we have to enhance you again. We have to get the young Vega back. Next to my body, there's an eye. My eye. Go pick it up. Так, у меня маленький вопрос. Чего у меня сработал? Чего у меня антивирусник скопытился? Да, нет. Не работает вроде. You have both. Now, go to the room across from where I died. It has a surgical drone that can restore you. Он сейчас апгрейдится будет. The enhancement was successful. But this isn't enough power to destroy Loki. We have to find more power to destroy that bastard. And to accomplish this, there are a lot of questions to answer. Questions about me. When Loki had you made, he had something in mind. A great purpose. Now I suspect we can find out more in Helheim. So I need you to find another route back there. Helheim, stop ordering me around. If you know so much about me, then just tell me. I need to know. When Loki cut my body in half in his indulgence of my torture, he spoke of his daughter. Her name was Hel, and she died long ago. The things he said makes me think that the artifact tissue used for your creation was from Hel herself. Loki wanted his daughter back. Yes, so he made you. Right now, nothing in Midgard has the power to stand up against Loki. So our best chance is starting at your roots and search from there. Since the Apsulov is out of control and the roots of Yggdrasil are spreading, there should be one leading to Helheim.
Have you seen any route that could lead us there? I did see one. In the West Wing. A freight elevator. It can take us to a place with a route I used to get out of Helheim. And now we're willfully going to the world of the dead. This is crazy. Ну, поехали. Basement 1, waste disposal. Floor 1, Apsulov research. I can't believe this. The keys open the Apsulov. The roots are going to start spreading faster. We better hurry. It's really strange. My senses are twisted. I see all around me with no eyes. I can speak clearly with no throat. Ну вот, почти на полную заряжаюсь. By the gods, the keepers of Helheim, evil humans that died and was cursed with a demon inside to atone for their sins. Нигде они. А. Идите нахуй от меня, блядь. Ручки, блядь, недоделанные. Ну, они слепые, походу, вообще в доску, блядь.
8-го нету. Ну хер с вами. У тебя ничего нету. Блять, почему здесь какое-нибудь улучшение не положит дать? We have to get across that gap somehow. Those pillars on the other side. I'm not sure, but I think you can activate them with a shot from Järngreipet. Да знаю я, как переключать, блядь. Я игру почти прошел. The energy signature of that shrine is very similar to Atrium. I think you can recharge the Järngreipet with it. Где точка, блядь? Кстати, здесь же и пысель будет. Он же умер. Просто обходить их, блядь, долго. By Odin. It's exactly as in the books. The temple of the goddess Hel.
say, Odin's heart filled with rage as his son drew his last breath. To bring him back from darkness, he paid his way with death. The gate will remain locked until the one demanding passage can prove themselves. It's unlocked with sacrifices. Sacrifices? What type of sacrifices? The keepers of Helheim, slaying 9 in the chosen hunting grounds close to the temple. 9 стражников. Окей. Так, заряды есть еще. That's the one. Be careful. Сейчас, секунду. Что-то я задумался, бля. Где? Он сказал, двух убил. Осталось еще 2. Горло что просто напершит, блядь. Надо бросать.
Ну, в принципе, все. Все 9. Ну да, все 9. Сколько их тут? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. А должно быть 9. Потому что 9 миров. Нихуя себе здесь объема. This is where her journey ended. Daughter of Loki, ruler of Helheim. Destroyed by the gods as vengeance for the death of Odin's son. Did she really deserve this? Maybe not. Look, beside the throne, the light. You just... How does it feel? My arm is cold. I can barely feel it. The Yankee just absorbed the energy in the scythe and melded it with the atrium. This shouldn't be possible unless... By the gods, your body truly has the essence of hell inside. You're half god, whose power has been returned to you. The power to draw strength from death. The spirits. Draw power from them. Destroy the lock, holding us in this room, and let's get back to Midgard and end Loki.
Stuck to the body. Absorb them. Set them free. Alone never stood a chance against Loki, but this combination is surely strong enough to end him forever. So this is what the world has come to. A chaotic mess. It's rather beautiful in its madness. Hey, Henrik. What's it like on Midgard? All right. You haven't actually seen the world. Well, it's bleak. Grey cities. Broken countries. I don't think I ever saw a future in Midgard that didn't involve complete destruction. That doesn't sound very appealing. Well,
it wasn't all bad. Midgard is home. Well, it was home. People mostly toiled to stay alive, but everyone had something to hold on to in order to stay sane. What did you hold on to before all of this happened? Family. I had Sarah and Alice. They were more important to me than anything. Henrik, who is Alice? Alice was our daughter. She fell ill, and not even Borcorp could help her. The guild drove me and Sarah further, beyond the sights of humans, to find a cure for her. That's when we found the Apsulov, and with it, a voice in the machine. Loki. At first it was a blessing. He helped us cure Alice, and pushed our research and exploration to its peak. We were at the edge of pushing humanity beyond our limitations. Then he infiltrated our system from within. By the time I realized what he was doing to the staff, it was too late. The last resort was to trigger the emergency protocol and sealing the entry shaft. What happened to your family? Sarah must have died in the initial chaos. I probably knew it at the time. When I heard her voice again, none of that mattered. The look on Alice's face when she heard her mother's voice again. All my suspicions just went away. So I listened to my wife and gathered as many people as I could and sent them out to look for those fucking keys. Alice wanted to help, like everyone else. She never came back. But I thought I could find her, and I could free her. But it was too late. I'm sorry, Henrik. Yeah, me too. Without my obsessive searching, none of this would ever have happened. Alas, when it's done, it's done. Now I need your help to fix this. Loki must be annihilated for the sake of everyone and everything in the 9 worlds. I plead to you. You must destroy Loki. Loki! We have come for you! Blast him! The power you are wielding, the powers of my daughter, you wield them. I underestimated you, my dear. You are finally everything I made you to be. Proof that your creation was truly a blessing. Let me see you wield those powers.
underestimated. The gods underestimated me, killed my sons and my daughter. Locked me up in that prison that you so kindly released me from. Look at me now. I outlived them all. To build the Apsulov, only they could travel between the worlds. They made Idris out their playing field. I simply evened it. With 9 realms in union, a new world can sprout, untouched by their meddling. Don't listen to me! I see that your mind is corrupted by that pawn. This can only end one way. This can't be. You're coming with me. You struggle for nothing. What do they even have up there? A lingering sense of belonging. At best. You bring nothing but suffering. Suffering is what they deserve. You're not going to leave this place, Loki. But you don't seem to understand, my dear. I'm a god. The eyes! Aim for the eyes!
Slay him! Hell! Kill the bastard! Listen to me. Listen to me. The 9 worlds are collapsing as we speak. If I am dead, then there will be nothing to control it. No gods, no kings. Only dying mortal races, clutching for survival in chaos. But I know how to control the new, united world. Here, will you make a pact? You and I to rule together over this new world as father and daughter. Loki is a lunatic. I wouldn't trust him with the entire world. Kill him, Hell, and rid us from all of his corruption. It's a bond between gods. It cannot be broken. If you take my hand, then we will equally shape this world. It's done. What will happen now? You know, Loki wasn't wrong about the chaos this will bring to the world. The 9 realms will in time grow into one. Loki's plan was a success. But he will not be allowed to rule the new world he created. That alone puts my spirit at rest, I guess. What will happen to everyone? In Midgard? Or, I suppose Midgard isn't a thing anymore. The people will endure great suffering with these changes, but humanity will prevail. We always have. What I want to know is, what are you going to do? Helheim bows to your will now. With the realms united, there will be little stopping you. You can bring order to the chaos hell. Perhaps, in due time, the dead will walk among the living. We'll see. In due time. Красавчики. Father, wake up! The Apsulov has started Fimbulwinter, and Helheim has awakened from its slumber. Awaken Odin and get my hammer. We have to pay a visit to Helheim again. Интересно.
всем заметкам, ко всему вообще доступ.